Файруддис. Очень нравятся эти вечерние посиделки в интернете. У кого-то утренние. Когда вы поедете в Армению, вечерами также будете баловать нас чудесными беседами? Но постараюсь снимать, как мы будем там работать. Это новые для меня места, я не был в Армении никогда. Художник – счастливый человек, ему не нужно ходить на работу. Он довольно-таки свободный персонаж, все время ищет новые места. В этом чудо, конечно. Еще писать это чудо, выкладывать на холст свои впечатления, свои ощущения от того, что ты видишь. Ради этого действительно стоит жить. Ольга Александровна, тут хорошие слова по поводу моих работ. Заболела запястье, оказалось туннельный синдром. Теперь не рисую, принимаю лекарства и не перестаю хвалить вас. Не сталкивались ли вы с болью в лучезапястном суставе? Если да, то надолго ли это выводит из строя, так сказать? Но нужно, конечно, к врачу, к специалистам. Гомеопатия с этим справляется прекрасно. Первое, с чего бы я начал, это проверил бы кровь, и витаминов не хватает, каких-то микроэлементов. Я думаю, что это наладится. Диагноз крови покажет, каких именно не хватает микроэлементов, витаминов. Вы будете принимать, я думаю, все будет хорошо. Лариса Лыкова. Трудно прийти к маленькому формату, даже после средних полотен. Это правда, но возможно. Если есть задача писать целостно, то нет лучшего упражнения. Да это даже не упражнение. Это просто новая форма выражения в вас, как художника. Малый формат настолько дисциплинирует. Да еще кисточку большую возьмите или мастихин и попробуйте. Вы вынуждены писать впечатление, потому что, и смотреть общо, не увязая в деталях. Я не знаю лучшего способа, который ведет к целостному письму. Так что трудно, но что делать? Тем интереснее. Потом малый формат выводит нас на какие-то абстрактные решения. Мы же закладываем широкие куски, массы. И это интересно с точки зрения развития нового, абстрактного, непривычного видения. А это поможет в творчестве, делать работы более творческими, научиться вообще отбрасывать второстепенное. Отбрасывать – это значит бах одним тоном и все, куском. Мыслям-то куском. А в главном покопаться, можно маленькие кисточки взять. Это очень хороший путь к целостному видению, так что я с вами согласен. User XH. Женщин-художников было бы больше, чем мужчин, если бы мужчины веками стояли у плиты, у огня, у очага и обхаживали своих жен, помогая им развивать талант. Конечно, безусловно, заботы, дети. Жена-художник, горе в семье, есть такая фраза. Я видел где-то картинка, прямо на метро, по-моему, написано. На стене, в метро, где-то. Подскажите, кто видел. Есть фильм такой, не так давно он вышел, «Паула», о художнике, женщине, которая где-то из Германии или Австрии, не помню. Она так увлеклась импрессионизмом, что поехала во Францию, оставив девочку, ребенка маленького, мужу. И, в общем, так и просто это... Она, по-моему, даже и не встречалась больше со своей дочерью. Это, сумасшествие. Репин, недавно кто-то мне прислал, написал такую фразу. «Искусство я люблю больше добродетели, больше, чем людей, чем близких, чем друзей, больше, чем всякое счастье и радости жизни нашей. Люблю тайно, ревниво, как старый пьяница, неизлечимо. Где бы я ни был, оно всегда и везде в моей голове, в моем сердце, в моих желаниях, лучших, сокровеннейших. Часы утра, которые я посвящаю ему, лучшие часы в моей жизни». Представляете, какая любовь к искусству, к живописи, сумасшедшая. Не каждый это поймет, не каждый оценит, не каждый станет поддерживать такого художника, который так любит искусство. Ведь он же время отрывает от семьи, вообще от всех, и от друзей. Репин неистово работал. Он даже, у него в Коколе, по-моему,
Я был там, кстати, в его мастерской, это недалеко от Петербурга. Дверь, в которой было окно, такое тюремное окно, куда ставилась еда, закрывалась, он даже не выходил вниз. Он работал так, что ему дали еду там, в эту камеру, дали шлюмку, он порубал и опять писать. Вы представляете, какая? Однажды даже поругал дворника, вышел зимой, по тропинке гулял, говорит, зачем ты вычистил? Собака там написала на снег. Я входил, говорит, целое утро любовался, вот желтое на снегу, на холодном, как это красиво. А он взял и вычистил, порядок навел. Ну, отругал дворника. Ну, какая любовь, да, к цвету, к живописи. Смешно, конечно. Елена Пухирева. Критики просто находятся на другой параллельной волне. Так мало людей, кто способен понять художника. Ну да, ну ничего, живем. Вот и я привезла кучу утвари из поездки, прям как вы, Вячеслав. Да, я где бываю, меня лучше не пускать в какие-то такие старьевщицкие магазины с запахом плесени. Я оттуда выхожу как мул нагруженный. Столько радости от этих безделушек. Я понимаю вас. Решила поделиться радостью с близкими. Брат посмотрел с сочувствием, как на ненормальную, а когда узнал, сколько это стоит, сказал, что лучше бы я машину себе обновил, то есть новую, да, рестайлинг купила новую машину. Сколько можно ездить на ней, в общем, кому арбуз, кому свиной хрящик, только муж, слава богу, понимает меня и относится с уважением к моим интересам. Поклон ему. Зато, Лена, сколько теперь возможностей, сколько времени, как много времени, можно писать все эти вот безделушки. Их же можно по-разному компоновать, ставить. Один мой знакомый, он, было уже давно, он с женой собирался уезжать из страны во Флориду, и я был у них дома, и я говорю, какая самая большая проблема вот перед отъездом? И его жена сказала, вот эти безделушки, которые в шкафу, она говорит, я не могу их бросить. Представляете? То есть такие всякие красивые вазочки, вот эти все кувшины, у меня тоже их целые, я не знаю сколько. Как их бросить? Ну ничего, купите там много всяческих магазинов таких, или потом можно прислать там почтой как-то. Представляете, какое понимание, какое отношение вот к вещам художник, даже жена художника, по-моему, она, не помню, она, по-моему, не пишет, но такое почтение к вещам. Они же, каждая вещь несет энергию. Более того, когда это написано в холсте, это же превращается в нечто такое волшебное. Вещь, там с моделью, вот если посмотреть, там ваза какая-то синяя стоит. Я помню, где ее купил. И она же, это целая жизнь, она до, моей покупки прожила целую жизнь с кем-то в каком-то доме. Теперь она занимает место, у меня на полочке и в картине. Было совершенно волшебное ощущение, когда я был в Таусе, в Нью-Мексико, в доме Фешена, и увидел тот самовар, которым я восхищался так много лет на его картинах. Он совершенно уникальный, у него форма какая-то, нам просто неизвестно здесь в России такой формы самоваров. И вот он живой стоит, где-то там на кухне, огромный дом, он занял, кстати, какое-то там ведущее место среди всех домов, по-моему, Америки или штатов, по-моему, Америки. У них такой конкурс был, такой самобытностью, дом Фешен. И самовар, которым я так любовался. И вы, конечно, знаете эти работы с этим самоваром. Те же самые впечатления были в Живерни, когда я видел очень много всякой такой утвари у Клода Моне и видел их в работах. Это замечательно.
В конце этого ролика будет прямая ссылка на видео «Этюды со львами», которые я написал в прямом эфире, я тогда проводил прямые эфиры, из Аликанта в Испании. В этом видео процесс написания 2 небольших работ, впечатление, без деталей. Будет интересно, посмотрите.